Друзья, привет! С сегодняшнего дня я начинаю прокачку очередного элемента, который называется намотка на гимнастических ремнях. По состоянию я прокачиваюсь уже не первую неделю. Для тех, кто пропустил предыдущие выпуски, то я на даче повесил вот такие ремни на дерево. И пытаюсь восстановить номер на гимнастических ремнях, который хочу после разыграть среди подписчиков. Так, на дереве они размещены. Ну и такая нехитрая система. Ну и сегодня по планам я хочу прокачать очередной элемент, который называется намотка. По состоянию ранее я уже пробовал выполнять этот элемент, но прошло много времени, и я, получается, не тренировался в районе 5 или даже 7 лет на ремнях, и поэтому форму чуть-чуть потерял, сейчас ее восстанавливаю. И вот очередной элемент, который хочу прокачать, это намотка. Сейчас небольшая разминка, ну и смотрите, что у меня сейчас получается. Итак, что сегодня по планам и какие планы вообще на неделю по прокачке этого элемента? Ну, прежде всего, сейчас я хочу провести замеры, что у меня на данный момент получается, какая вообще форма. Ну и после этого уже какие-то строить планы. Но все же по планам я хочу за 7 дней прокачать этот элемент и... Ну, посмотрим, что из этого получится. Но по планам хочу восстановить этот элемент, чтобы он у меня получался полноценно 3 оборота вверх и 3 оборота вниз. В общем, смотрите на первый день, какая у меня сейчас форма и что у меня получается с этим элементом. Достаточно неплохо. Единственное, при намотке ремни, когда оказываются выше локтей, то очень сильно давят руки. И поэтому буду прокачивать этот элемент. Одену сейчас олимпийки, пару штук олимпиек, чтобы не так сильно ремни давили на руки, поскольку когда 85 килограмм кувыркается и, мы будем говорить так, падает на вот эту часть, то получается прям, ну, так очень сильно некомфортно и больно. И руки еще к этому не привыкли, и техника такая дерганая, поэтому надо все это прокачивать, нарабатывать. Ну и сейчас одеваю 2 олимпийки, чтобы увеличить площадь ремней, чтобы они не так сильно врезались в руки. Но учитывая, что моя первая попытка, то есть у меня получилось достаточно неплохо сделать один кувырок, и в принципе это очень отличный и очень хороший результат, чем я доволен. И в перспективе я думаю, что ну, не будем загадывать, что получится в перспективе. В общем, прокачиваю этот элемент. Сегодня по планам буду прокачивать 10 подходов, ну а там по одному кувырку, по одной намотке за один подход. Ну а там посмотрим, что будет получаться. В общем, одеваю сейчас олимпийки. Второй подход, смотрите. На второй подход получилось все более-менее нормально. Я доволен результатом, учитывая то, что если сравнивать с теми вариантами, которые я пробовал изначально, когда начинал прокачиваться, то сейчас все получается достаточно неплохо для
для первого раза. Ну, как я и говорил, это все из-за того, что изначально я подготавливал себя, прокачивал спичаки, кресты и другие элементы, и поэтому сейчас чуть-чуть полегче и больше надо уделять внимание технике выполнения этого элемента. Но, в принципе, один кувырок получился неплохо, осталось все это прокачать, и я думаю, что не должно возникнуть трудностей, то есть сделать в одном подходе 3 кувырка, 3 намотки вверх и 3 намотки вниз, то есть закрутиться и раскрутиться. Ну, вот такие планы на неделю. Сегодняшняя тренировка, ну, будем говорить так, продуктивная, даже не продуктивная, а я доволен тем, что этот элемент у меня с первого дня стал получаться более-менее нормально. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я не думаю, что будут какие-то трудности. Ну, знаете, все может быть. В общем, продолжаю прокачку очередного элемента на протяжении 7 дней. Ну и вот такие вот результаты в первый день. Так что обязательно, кто еще не подписан, подпишитесь и поддержите лайком. Я думаю, что у меня все получится, и уже есть какая-то база элементов, из которых получится сделать номер, ну и разыграть среди подписчиков. Напоминаю очередной раз. В общем, прокачиваюсь дальше. Увидимся завтра. Пока. Сегодня второй день прокачки, намотки на гимнастических ремнях. По ощущениям, вчерашняя тренировка получилась достаточно продуктивная. У меня стало получаться вместо одного оборота 2. И сегодняшнюю тренировку, если сейчас первый подход получится хороший, сегодняшнюю тренировку постараюсь построить с увеличенной нагрузкой. Смотрите, что стало получаться. После вчерашнего дня получается 2 оборота, но вчера, после вчерашней тренировки, на руках оставались такие синяки, и сейчас после первого подхода чувствуется очень сильная такая боль, когда, ну, скажем так, выполнять этот элемент полноценно не сильно комфортно. И я даже не знаю, все-таки сегодняшнюю тренировку построю без каких-либо нагрузок, стараясь максимально обезопасить руки, так, чтобы они просто привыкли к ремням, а после того, когда они привыкнут и будут правильно ложиться на руки с минимальными травмами, и после этого уже буду тогда нагружаться. По технике более-менее хорошо получается. Вчерашняя тренировка, и я старался как бы прорабатывать, не все сильно получалось хорошо, но сегодня вот первый подход получился достаточно неплохой. Я этим доволен, продолжаю прокачку. Ну, второй подход буду сейчас выполнять один кувырок, одну намотку, так, чтобы минимизировать травмы рук. Ну и для этого я, конечно, одеваю олимпийки, и не одну, а даже 2. Но все равно, учитывая, что площадь ремней, которая ложится на руки, и, в общем, нагрузка в 85 килограмм всего лишь на там нескольких сантиметрах площади на руках, в общем, создает такой дискомфорт. В общем, второй подход буду прокачивать без каких-либо нагрузок. Смотрите.
Ну, что-то типа такого получается. Единственное, ремни ложатся прямо на руки и достаточно больно рукам даже в олимпийках. Ну, продолжаю так по чуть-чуть прокачку по одной намотке. Также сегодня 10 подходов по одному разу. Ну, а там посмотрим, что будет получаться дальше с нагрузкой на руки. Увидимся завтра. Сегодня третий день прокачки намотки на ремнях. По планам сегодня хочу попробовать не наматываться, а вспомнить технику разматывания. То есть на вчерашний день у меня получилось натренировать 2 намотки вверх. Но этого, скажем так, недостаточно. Намотаться — это полбеды. Но еще надо размотаться так, чтобы как-то слезть сверху. Поэтому сегодня буду прокачивать 1 раз намотку и 1 раз размотку. В общем, сейчас попробую намотаться, 2 кувырка вверх, и после на второй подход попробую разматываться. В общем, смотрите, что у меня получается на третий день прокачки. То есть более-менее стабильно получается намотаться. Единственное, по технике надо это все еще прокачивать. Ну и сейчас на второй подход буду пробовать разматываться. Смотрите. Достаточно неплохо все получилось так, как и планировалось. То есть осталось почистить технику этого элемента. Ну и я доволен, что за 3 дня у меня получилось более-менее восстановить этот номер. Но я продолжаю дальше прокачку. Ну и посмотрим, что получится на 7-й день и как вообще у меня будет с этим элементом обстоять дела. Так что продолжаю прокачку. Увидимся завтра. Сегодня 6-й день прокачки намотки на гимнастических ремнях. По состоянию я 2 дня дал рукам отдохнуть, поскольку на последней тренировке очень сильно разболелись руки, и у меня получилось выполнить всего лишь 7 подходов. Ну и по состоянию вот так сейчас выглядят руки на 6-й день прокачки. 2 дня перерыва. Ну и сегодня на свежие силы постараюсь намотаться 3 намотки. Смотрите, что получится. При попытке намотаться 3-й раз очень сильно разболелись руки, и я не стал выполнять 3-й раз. Но по состоянию, в принципе, я думаю, что высоты ремней мне должно хватить на 3-й оборот. Но все же надо его будет попробовать. Чуть-чуть руки еще отдохнут, и не знаю, все-таки надо будет натренировать 3-е вращение, 3-й оборот. И в идеале, конечно, надо хотя бы 3 раза наматываться и 3 раза разматываться. Ну вот у меня еще есть чуть-чуть времени для прокачки. То есть сегодня 6-й день. Завтра еще чуть-чуть прокачаюсь. Ну и на 8-й день уже буду подводить итоги, что у меня получается. Ну, сегодня по планам прокачиваю. Все-таки, учитывая то, что руки побаливают, сегодня буду прокачивать 1 оборот намотку и 1 оборот размотку. Ну, вот такие планы. И там сколько получится подходов, не знаю, насколько хватит рук, поскольку при намотке они сильно начинают болеть. И вот на последней тренировке у меня всего лишь получилось 7 подходов. В общем, сегодня по планам 10 подходов, ну а там посмотрим, как будет получаться. Так что начинаю прокачку.
После второго подхода намотаться и размотаться один раз получилось достаточно нормально. И сейчас попробую намотаться 2 раза и размотаться также 2 раза. То есть намотаться и размотаться. До этого у меня не получилось это выполнить. Ну и вот сейчас попытаюсь, может быть, получится. В общем, пробую. Смотрите. На третий подход при попытке 2 раза намотаться, размотаться не получилось. Опять сильно начало ломить руки. Ну, в общем, начало положено. Продолжаю прокачку этого элемента. Увидимся завтра. Сегодня 7-й день прокачки, намотки на гимнастических ремнях. По состоянию вчерашняя тренировка получилась продуктивной, и у меня получилось намотаться и размотаться 2 кувырка вверх и 2 кувырка назад. Но в то же время у меня после этого элемента еще сильнее начали болеть руки, появилось еще больше синяков. Получается, ремни легли в других местах на руках. Таким вот образом и между попала кожа даже через олимпийку. И такие, в общем, ощущения не самые хорошие. Так что сегодня по планам я сделаю облегченную тренировку и по нагрузкам буду прокачивать просто спичаки, то есть выход в стойку на ремнях, имитируя кувырок вверх, ну то есть намотку. Ну и таким образом перед завтрашним днем дам рукам отдохнуть, чтобы завтра максимально продуктивно подвести итоги, что у меня получилось прокачать за этих 7 дней. Ну, в общем, по планам такая сегодняшняя тренировка, облегченка. Сегодня 8-й день прокачки, намотки на гимнастических ремнях. По состоянию вчерашний день я, можно сказать, пропустил, сделал облегченную тренировку. Ну и сегодня 8-й день, это день подведения итогов, что у меня получилось прокачать за 7 предыдущих дней. Смотрите, что стало получаться. Получилось кое-как намотаться 3 раза. До этого на протяжении 7 дней, пока я прокачивался, у меня ни разу не получалось. Ну и сейчас, в принципе, кое-как получилось намотаться. Но это тоже результат, какой бы он ни был. И я считаю, что достаточно неплохо, учитывая то, что руки еще не восстановились. И высоты ремней, ну, скажем так, для 3 оборотов маловато, и поэтому приходилось на 3-м обороте достаточно сильно, будем говорить так, извиваться, и поэтому техника получилась достаточно такая корявая. Ну и при размотке также высоты не хватает. Получилось все достаточно куца, но в то же время за 7 дней я вспомнил эту технику, и я доволен этим результатом, так что продолжаю прокачку остальных элементов. Ну и сейчас еще раз попробую намотаться все-таки не 3 оборота, а 2 оборота. Ну и постараться выполнить этот элемент, ну скажем так, получше, поскольку при намотке на ремнях я не подготовил ремни, не установил карабины, и при каждом обороте ремни, получается, накручиваются и превращаются, ну скажем так, в такую веревку, и когда они ложатся на руки, ну то есть такое ощущение не самое лучшее, то есть еще сильнее начинают с каждым оборотом руки резать ремни, и поэтому обязательно надо будет установить карабины, которые при намотке будут вращаться и не будут скручивать ремни. Ну вот, в общем, за 7 дней получилось добиться такого результата. Сейчас пробую намотаться 2 раза почище, так чтобы, скажем так, для итогов на 8-й день я постараюсь через «не могу» сейчас еще разочек намотаться. Ну и там уже буду постепенно приучать руки, чтобы они
привыкали к ремням и не так сильно болели. В общем, смотрите, 2 оборота наматываюсь и разматываюсь. Достаточно неплохо, единственное, также надо более тщательнее это все прорабатывать. Но с учетом того, что я вспомнил это все за 7 дней, я доволен этим результатом. Очередным элементом, который я по возможности буду использовать в номере, хочу напомнить, что я прокачиваю эти элементы для того, чтобы создать номер, и этот номер после разыграть среди подписчиков. Так что в моей копилке очередной элемент, который я вспомнил. Ну а завтра я постараюсь подвести итоги, что у меня получилось прокачать за 3 месяца моей прокачки. То есть у меня получилась уже такая база элементов. Я хочу попробовать эти элементы все по отдельности, показать, что стало у меня получаться и что я смог прокачать за 3 месяца прокачки на даче. Так что обязательно подписывайся, не пропусти. Увидимся завтра.